Приветствую вас на моем канале. Сегодня буду моделировать ногти. Если вам интересно, присоединяйтесь. А с вами я, Миронова Виктория. Наконец-то ко мне приехала моя мама, и мы сделаем ей новые ногти. В этот раз белый френч просто не выдержал то количество работы, которое навалилось на него. Я решила сегодня снять полностью старый материал и сделать новые красивые ногти. Как всегда, снять я делаю на максимальных оборотах моего аппарата. Максимальная скорость 35 тысяч оборотов. Сейчас моя фреза движется по часовой стрелке, на аппарате включен форвард. Щипцами для ногтей полностью убираю длину. Пушером отодвигаю кутикулу. Хоть у мамы она и не очень сильно нарастает, но она достаточно неудобная. Она залипает, прилипает к ногтю, и срезать ее тоже очень неудобно, ведь она немного, как бы сказать, дубовая, что ли. Фрезой пламя с острым носиком вычищаю весь птеригий. Работаю сначала на форварде, фреза вращается по часовой стрелке, затем переключаю аппарат на реверс и вычищаю птеригий с другой стороны. Прочищаю все пазухи, синусы, чтобы на ногтевой пластине совсем не осталось омертвевшей кожи. Ведь любая частица, которая может остаться на ногтевой пластине, при попадании под твердый материал может дать отслоение. Ножницами срезаю кутикулу. Пилкой спиливаю свободный край на нет, затем этой же пилкой прохожусь по поверхности ногтевой пластины, убираю остатки старого материала, а также хорошенько прохожусь в зоне кутикулы для того, чтобы приподнять чешуйки натурального ногтя для лучшей сцепки с твердым материалом. Изначально наношу дегидратор, он выводит лишнюю влагу из ногтевой пластины, а затем наношу бескислотный праймер, который будет служить как двухсторонний скотч для сцепления натурального ногтя и твердых материалов. Когда праймер подсох на воздухе, наношу тонким слоем прозрачный гель. Именно он будет служить базой под камуфлирующее покрытие. Теперь пришло время приступать к формам. Чтобы подготовить шаблоны, нужно приставлять их к каждому пальчику и смотреть, насколько нужно их подрезать. Но перед этим нужно обязательно с клиентом договориться, какая будет форма и длина ногтей. От выбранной длины и формы будет очень сильно зависеть постановка форм. Сегодня длина у нас будет не очень большая, поэтому шаблончик устанавливаю так, чтобы он немного смотрел вверх. Склеив форму и установив ее, я сцеплю степлером кончики, чтобы форма не расходилась. С помощью прозрачного геля делаю тонкую подложку. Для ногтевого ложа буду сегодня использовать камуфлирующий материал от торговой марки Original, а именно Fast Gel номер 1. Когда материал полностью высох, вытираю липкий слой. Тонкой керамической фрезой подпиливаю линию улыбки, прорезаю усик, если где-то он потерялся. Чтобы наша линия улыбки была более четкой, еще раз прохожусь по контуру бортика. Сегодняшний витражный френч у нас будет не совсем обычный, а с изюминкой. Такой дизайн можно сделать только при первичном моделировании. А для этого мне нужно взять серебристую гель-краску и продублировать подложку. Чтобы сделать линию улыбки более глубокой, использую
темно-синий гель-лак. Чтобы контур не был очень четким, я размываю границы с помощью кисти, смоченной в спирте. А теперь самое интересненькое. Беру синий витражный гель от торговой марки Original и выкладываю его возле линии улыбки. Изначально кажется, что гель достаточно жидкий, но он отлично стоит на месте, что позволяет мне сейчас его хорошенько растушевать. Растягиваю его таким образом, чтобы у линии улыбки у меня осталась основная часть материала, а к свободному краю был немного только заметен цвет. После того, как наш синий витражный гель заполимеризовался в лампе, беру обычный прозрачный гель и перекрываю свободный край. Когда материал уже полностью стал твердым в лампе, снимаю наш шаблон и приступаю к опилу. Начинаю с фрезы елка. Она очень удобная, и мне нравится, что у нее есть тоненький носик, который отлично справляется, когда я делаю опил в зоне кутикулы и боковых валиков. Ведь там нам не нужно много спиливать материала, а только сгладить переход от натурального ногтя к искусственному. Теперь приступаю к опилу пилкой. We left the room of fight once again, love. Yeah, we said some things we didn't mean, hun. I always start the fight and you put the fire out. I always say too much and I get jealous. I never hear you out and that is selfish. I always start the fight. После опила алмазным маленьким шариком с красным маркером шлифую кожу, а также срез от ножниц. Скорость вращения фрезы где-то 5000 оборотов. Ну а теперь самое ожидаемое. Перекрываем ноготь топом. Вот такой результат у нас сегодня получился. Конечно, есть очень много недочетов, которые еще нужно исправлять, но в общем нам дизайн понравился. После перекрытия ногтей топом я, конечно, уже увидела, что нужно было делать удлинение немного поуже и усики сделать длиннее. Тогда бы форма получилась более изящной. Пишите в комментариях свое мнение, понравился ли вам такой дизайн. Ну а я, конечно, очень надеюсь, что хоть немного мое видео сегодня было полезно для вас. А с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в следующем видео. Need some time, some space to figure out how to keep my all of you. If you give me one more try, I might just realize that it will always be us two. Every road leads me back to you.